1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Пресс-конференцию, предусмотренную регламентом УЕФА, накануне матча Лиги Чемпионов. Спартак, Москва, Ливерпуль, Англия. Сегодня у вас в гостях главный тренер Спартака Москва и вице-капитан команды Спартак, его вратарь Артем Ребров. Пожалуйста, ваши вопросы. Почему? Мистер, почему? Сеньор, почему? Вопрос Артема Реброва. Артем, насколько жесткий был разговор после Анжи в Тарасовке? Разбирали особенно второй гол и нашли ли причины этого гола? Спасибо. Да нет, могу сказать, что какой-то жесткий был. Нормальный коллективный разговор, нормальный разбор. Если собирается там правильно искать, это общая ошибка, скажем так, всей команды. Надо делать выводы, говорить можно сколько угодно, нужно делать выводы и показывать это на поле, а не разговоры. We go with our pre-match press conference with Massimo Correa, the head coach of Spartak Moscow and vice captain and goalkeeper of Spartak Moscow, Artem Rebrov. And the first question was for Artem. How tough was the conversation after the match in Russian Championship, the last one against Anji? And first of all, how tough was the analyze after second goal we conceded? Oh, it was rather normal analyze. We conceded goals with the entire team, and it was a normal labor conversation with us. Спасибо. Следующий вопрос. Да, Филипп. Филипп Попенков, Спортэкспресс. Вопрос Массимо. Какое состояние у тех, кто не играл в Анжи, травмированных? В первую очередь волнует Промис. Есть ли все-таки шансы сыграть? Oggi devo vedere proprio, penso che ci sono più possibilità per Rocha che per Promis. На данный момент не знаю, сегодня мы узнаем после разговора с докторами, но я думаю, что скорее всего сыграет Педро Роша, нежели Промес. Next question was for Massimo Carrera. How do you feel those players who didn't play against Anji? First of all, I'm interested about the health of Quincy Promes. Today we checked the health of Pedro Rocha and Quincy Promes, and we can expect that we can use Rocha tomorrow. Пожалуйста. Артем Терентьев, Советский спорт. Не кажется ли вам, что без Промеса атака Спартака выглядит очень слабо? В том числе в матче с Анжи это было. Non manca solo Promis, manca Zerovic, manca Grushatov, quindi manca anche Janot, che è un problema a caviglia, quindi... Да, нам не хватает не только Промеса, нам не хватает Зелуиша, Жано тоже травмировался, поэтому... Siamo in emergenza, però come dico sempre, giochiamo in 11 e gli 11 che scenderanno in campo faranno sicuramente il loro dovere. Поэтому я повторюсь, на поле выходит 11 игроков, выйдут другие 11 игроков, и будем играть нашу игру. Last question for Massimo Carrera. Don't you think that without Quincy Promes, the offensive actions of Spartak Moscow look very weak? Oh, there is a lack of a lot of players, not only Quincy Promes. We can speak also about Jano, about Zelovic, about Denis Glushakov. And anyway, that's always game 11 aside, and tomorrow we will just use other players. Да, пожалуйста. Массимо, два вопроса, если позволите. Первый. 6 раз Спартак упускал победы в этом сезоне. Ни разу не одерживал волевых побед. В то же время в том году это было чуть ли не отличительной чертой Спартака. В чем, на ваш взгляд, причина стечения обстоятельств или психологические проблемы или что-то еще? Sicuramente è una situazione particolare. Да, безусловно, это особенная ситуация, которая сейчас происходит. Quindi dobbiamo dimenticare lo scorso anno. Мы должны забыть все, что было в том году.
Sicuramente quest'anno dobbiamo lavorare perché succedono molto spesso queste situazioni, quindi penso che può essere un blocco psicologico, magari la paura di vincere, o magari un po' di rilassatezza, quindi possono essere tante componenti. Да, здесь могут быть много компонентов в этой ситуации, может быть психологическое давление, может быть где-то боимся. Надо усердно работать, чтобы удалять эти ошибки. Di partita a partita che ci sono diverse situazioni, noi sappiamo quali sono i nostri pregi, ma sappiamo soprattutto quali sono i nostri difetti, quindi cerchiamo di lavorare per cercare di sbagliare meno. Да, мы знаем наши плюсы, мы знаем наши минусы, поэтому должны только продолжать работать, чтобы улучшать, повышать качество игры. Mr. 6 times this season, Spartak lost victories in the ending phases of the matches. There were no comebacks this season. It's a great difference comparing with the previous season. Why? Oh, there are so many special occasions. We anyway should forget about the last season and go on working to better our levels, better our game. It can happen in football matches. Maybe that's a mental issue. Maybe we are sometimes afraid of good results. There is high pressure from any side, and there are different situations in different matches, and the sole recept is to go on working to better the situation. Второй вопрос. Как мне кажется, повышенная травматичность игроков в этом сезоне, в том числе связано с недостаточной концентрацией, недостаточной психологической подготовкой, заряженностью. Вам также кажется, или это исключение обстоятельств? Se guardate il calcio, tutte le squadre hanno problemi di infortuni. Если посмотрим в общем целом на футбол, в каждой команде присутствуют травмы. Играя в футбол, можно травмироваться. Puoi avere la fortuna che nonostante gli infortuni riesci a vincere. Потом может повести, несмотря на неудачные травмы, что побеждаешь, одерживаешь победы. Sono delle situazioni che gli infortuni magari ti complicano le partite per quelle sostituzioni, quei giocatori che hai a disposizione. Порой бывает, что из-за травм ситуация затрудняется и сложнее выпускать кого-то не хватает на каких-то позициях, и поэтому приходится играть как получится. There are a lot of injured players in Spartak nowadays, and I think that's a matter of low concentration, and maybe the players are not well prepared physically. Oh, you know, if you look a lot of football matches, if you know a lot about football, all the teams have injured players. That's a real part of football, and now it can even happen that you can win without key players, and anyway that's a great chance for substitute players, for young players who can be on the pitch in this case, and of course that's difficult, but we have to combat against the situation. Спасибо. Кстати, ваш коллега Егоров с чемпионата не играет в футбол, дважды за письменным столом рвал связки, коленные связки, а вы хотите в футболе, чтобы было без травм. Так не бывает. Пожалуйста, следующий вопрос. Коллега Егоров, который под столом там что-то рвал, из чемпионата задает вопрос. В этом сезоне Ливерпуля говорят обычно так, что самый опасный момент у ворот команды возникает тот момент, когда Ливерпуль подает угловой. Ну, то есть там происходят примерно такие же случаи, как в матче с Анжи со Спартаком. Они подключаются и на контратаке их ловят и довольно часто забивают в этом году. Удалось ли вам разобраться, что же произошло в том эпизоде, который так волновал болельщиков? Почему произошел эпизод 1-5? Потому что мы совершили ошибку. Siamo andati, volevamo vincere la partita senza rispettare delle posizioni. Мы хотели победить в этом матче, бросились в атаку, и не учитывая наши позиции, которые надо было держать. И нас наказали, как в принципе наказывает футбол. Хотел уточнить, это должен был делать кто-то из игроков на поле, или это должна быть рекомендация после произошедших замен, кто на каких позициях при угловом должен был находиться? No, ma anche quando ci sono le sostituzioni chi entra prende il posto di quell'altro. Quindi...
Нет, даже в случае замены, тот, кто выходит на поле, занимает позицию того, кто покинул поле. Sicuramente penso sia stata la voglia di vincere la partita che ha portato tutti in attacco senza pensare alle conseguenze. Видимо, желание победить в том матче привело всех так близко к воротам, и кто-то не задумался о позиции в обороне. Можно ли сказать, что конкретный матч с Ливерпулем самый важный пока что и самый крутой в вашей тренерской карьере? Una delle più importanti, cioè. Да, один из самых важных. Ma come è stata importante quella contro Mario, quando c'è la Champions League, normale. Так же, как это и как им являлся матч с Марибором. Ma come sono state importanti le partite con l'Agi, qualcosa che fa parte del campionato russo. Quindi tutte le partite per il allenatore sono importanti. Все матчи, в том числе и Анжи, и матч с Тосно, были очень важны. Каждый матч важен для тренера. My question is about Liverpool. There are a lot of talks about how vulnerable the team is while making a corner in offensive phase. And could you find out what happened with Spartak when Spartak conceded second goal against Anže with this count 5-1? And was it about some mistake after substitution that the player didn't know where to stay? Anyway, we made a mistake. We couldn't take positions properly, and it was a punishment, how it can happen in football. And if we make substitutions, that's about staying position for position. And the will to win this game maybe was so high that we didn't take the position properly and conceded this goal after a brilliant counter-attack. And the second question was, do you think that tomorrow's match against Liverpool in Champions League will be the most important one for you in your coaching career? It will be one of the most important matches for me, like the match against Maribor as well, like actually all the matches in the Russian Championship, like against Tosno, Anji, all the matches are important for a coach. Вопрос и Артему, и тренеру. Сейчас в Англии все специалисты говорят, что Ливерпуль очень легко может обыграть Спартак. Не боитесь ли вы, что если завтра Спартак слетит, там, скажем, 3-4-5-0 там, или с крупным счетом, то команда может попасть в психологическую яму, из которой будет очень сложно выбраться? Спасибо. Спасибо, Валя. Sicuramente sappiamo che affrontiamo una squadra forte. Безусловно, мы знаем, что мы встречаем сильный клуб, сильную команду. Con giocatori di qualità. С качественными игроками. Noi abbiamo il compito però di giocare la partita. Наша задача сыграть нашу игру. Ma senza paura, perché Без страха. La palla è rotonda. Мяч круглый. Noi dobbiamo andare in campo e fare una partita perfetta. Мы должны выйти на поле и сыграть идеальный матч. Quindi sappiamo tutte le difficoltà che si potrà creare il Liverpool. Мы знакомы со всеми трудностями, с которыми может свести нас Ливерпуль. Ma noi cerchiamo di mettere in difficoltà anche noi il Liverpool. Мы также постараемся затруднить жизнь Ливерпуля завтра вечером. Liverpool, due to experts, can easily win against Spartak tomorrow. Will it be a mental disaster for Moscow team if Spartak will lose? We know it will be a tough match against a strong opponent. Liverpool has a lot of skillful players, and we should just play our game without any fear. The ball is equal for both sides, and we know all the advantages of Liverpool, but as well we know all the disadvantages of Liverpool which we can use. Я думаю, если ты уходишь вообще на игру и думаешь о том, что ты получишь 3-4-5, то лучше руку поднять и сказать, я сегодня не готов выходить. Понятно, все понимают, что хорошая команда, Ливерпуль. И для меня как футболиста, но для всех для нас это большой праздник сыграть на таком замечательном стадионе. Думаю, будет полный стадион наших болельщиков с такой хорошей командой. А мяч круглый. Футбол современный доказывал много раз, что не всегда случается так или так. Надо выходить на поле и доказывать игру, поэтому хороший соперник, хорошая игра нам предстоит. Question for Artem Rebrov.
If you think in this way, that you will concede 4 or 5 goals, better not to play this game at all, better to raise a hand and say, oh, I'm not ready today to play a game. And anyway, that will be a great experience for us, a great celebration on the pitch, and a sold-out stadium, and we can prove on the pitch that we can play football as well. Вопрос Артему Реброву. Ну, Анжи практически не приходилось в середину поля, и пропущенные голы, на мой взгляд, это следствие потери концентрации. Вот на ваш взгляд, из матча в матч такие ситуации происходят, когда вроде ничего не предвещает, вдруг возникает проблема на ровном месте. На ваш взгляд, откуда вот эти проблемы появились с концентрацией? И чем их можно объяснить? Наверное, они не на ровном месте появляются, да. То есть это может случиться 1-2 раза, но когда это происходит много раз, естественно, это ненормально. Причины надо искать в себе, футболистам, да, решать эту проблему. Если бы, наверное, я знал, что именно происходит, почему это так, этого бы, наверное, уже не происходило. Естественно, мы понимаем, что это ненормально все, и нужно избавляться от этого, так не может происходить постоянно. Anji was defending the whole match through, and despite this fact, the team from Makhachkala could score twice. How is it possible? Actually, of course, if we make mistakes in a row, that's clear that we should do something to demolish these mistakes. But nowadays we cannot say to 100% what the mistake is or what the mistakes were. And we try to find it out, and we go on working to better our level. Да, пожалуйста. Алексей Рашевский, Арти. Массимо, 2 вопроса. В Ливерпуле плохая защита, много пропускают, но много забивают. Салах, Мане, Фермино, Кутиньо. Кто, на ваш взгляд, самый опасный в Ливерпуле? И второй вопрос, если можно. Ваш коллега, бывший Антонио Конте, 2 раза играл с Ливерпулем в прошлом сезоне. Не выиграл ни разу, но выиграл чемпионат. Вы звонили ему за каким-то советом, может быть, как играть в Ливерпуле? Спасибо. Sì, sì, ma noi li siamo sentiti, ma più che altro per parlare in generale della situazione che io ho nel club, lui nel club, delle famiglie, e poi alla fine ho chiesto qualcosa che sul libro. Да, конечно же, мы слышались с ним, но слышались не чтобы только обсудить Ливерпуль, ну и, в принципе, обстановку, мою личную ситуацию в клубе, его личную ситуацию в клубе, общались по поводу наших семей. Ну, естественно, кое-что я узнал и про Ливерпуль. Io penso che gli attaccanti del Liverpool siano tutti pericolosissimi, tutti veloci. Я думаю, что нападающие Ливерпуля, они все быстрые и опасные. Anche i centrocampisti, quindi che si inseriscono, quindi ripeto, dobbiamo essere bravi a fare una partita perfetta per cercare di limitare le loro azioni. И также полузащитники Ливерпуля не менее опасны, потому что вклиниваются в атаку. Ну, с нашей стороны мы должны сыграть как можно лучше, сделать идеальную игру и позволить как можно меньше Ливерпулю. There are a lot of dangerous players in Liverpool, for example, Salah, Mane or Coutinho, who is, after your estimation, the most dangerous one. And second part of my question, a good friend of Antonio Conte, and he could win the English Premier League for his season, and there was a piece of advice from his side for you how to play against Liverpool. For sure, we talk with Antonio a lot. We discuss also our private matters, but we also discuss football, and I heard his opinion about Liverpool. And speaking about players, particularly out of our tomorrow's opponent, all the players in offensive group are very dangerous, and there is no sense to say some names particularly, but even midfielders may bring a lot of troubles to our defense line if they will move inside our defense line. But anyway, our goal, our task is to prevent them from having freedom, from enjoying clear space on the pitch, and we should put them under a limit of time. Да. Артем Калинин, вопрос обоим спикерам, несколько похожий, но несколько измененный. Массимо, после
ничьей в Мариборе не самый удачный результат, учитывая то, что вели в счете. И в целом так на фоне нервозной ситуации вокруг команды, потери очков многочисленных в чемпионате, матч с таким большим соперником в таком турнире, как Лига Чемпионов, да, для игроков без опыта Лиги Чемпионов и практически вообще без игрового опыта. Чувствуется ли какая-то нервозность в команде? Ну, какой-то, может быть, мандраж. И Артему вопрос. Вы были одним из тех немногих, кто играл в последний для Спартака Лиги Чемпионов в групповом турнире. Как-то помогаете, подсказываете ребятам, которые меньше опыта имеют? Io ho detto che è come squadra che non abbiamo esperienza in queste competizioni, ma io penso che i giocatori che sono nello Sparaga sono tutti nazionali, quindi hanno giocato gare internazionali con la loro nazionale, quindi non è Champions League, però può essere un campionato europeo, qualificazione europeo, quindi sono abituati a queste partite. Я говорил, что Спартак как команда не привыкла играть в подобных турнирах, но у нас много сборников, которые привыкли играть на международных турнирах, поэтому наши ребята имеют опыт интернациональных турниров и турниров такого уровня. After drawing Maribor and losing a lot of points in Russian Championship, how do you think how nervous the team is? And Spartak players don't have much experience of matches in Champions League. And Artem Rebrov, you played in Champions League, you know how it's about it. And do you help your teammates to prepare better for these matches? Answer from Massimo Carrera. I said that our team, as a whole thing, doesn't have so much experience playing Champions League, but if we speak about persons, about our players, they have a lot of experience on different levels. They know how is it to play on international level in different tournaments. Наверное, у меня нет такого большого опыта, да? То есть всего лишь 2 игры было в последней Лиге Чемпионов. Сказать, что это такой большой опыт. Есть ребята, как мистер сказал, многие, которые за национальные сборные, другие команды проводили больше игр. Но у меня есть футбольный опыт, скажем так, да, мы общаемся, мы что-то подсказываем друг другу, говорим, это происходит всегда, не только перед игрой в Лиге Чемпионов, в чемпионате. Это нормальный процесс, в любой команде более старший товарищ может подсказать более молодому. Actually, I don't have so much experience in Champions League 2 matches only, and as Mr. already said, there are so many national players, maybe with much more experience about international level, and that's usual football routine. Of course, if I have some piece of advice for my teammates, I will say anything, of course, anyway. And my teammates as well, they help each other, help me, so that's a normal process inside a football team. Спасибо. Да. Вопросы Массимо Каррера и Артему Реброву. Можно ли в этом сезоне назвать Спартак семьей, как это было регулярно называлось в прошлом сезоне? Потому что часто говорят, что якобы эта семья дала трещину. È sempre una famiglia. Это все равно остается семьей. Anche nelle famiglie tra marito e moglie ci sono dei problemi, qualcuno divorzia, però sono problemi che si possono risolvere. Да, это даже между мужем и женой порой бывают проблемы. Кто-то доходит до развода, но я думаю, что проблемы нужны, можно решать. Sono problemi che capitano in qualsiasi famiglia. Такие проблемы бывают в любой семье. Quindi noi siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, мы знаем, что degli errori che stiamo commettendo. Мы знаем ошибки, которые совершаем. Siamo uniti, мы единое целое, e cerchiamo di uscire al più presto da questa situazione. И стараемся выйти как можно скорее из этой ситуации. Pre-season Spartak was called a family. What about it now? Oh, it's still a family. And in any family, sometimes you have problems. Some people even get divorced, and we still can solve these problems. We know our mistakes. We know what to do, and we are still united. So our task is now to find the way out as soon as possible. Я думаю, в любой семье, да, бывают какие-то, так, не знаю, ссоры, разговоры, разборки, как у меня, например, дома, да, и любого мужа, жены, это нормальный процесс. И мне кажется, всегда надо обсуждать, всегда нужно решать эти проблемы, не заминать, а решать их, обсуждать, чтобы не доводить
до разводов. Поэтому мы не хотим никаких разводов, мы хотим решать эти проблемы. Проверка, которая должна пройти любая команда, так что ничего такого не происходит. I think as well, any family has quarrels, and it's an issue to solve and discuss, and that's normal matter for a football team, and nothing special about us as well. So we just go on working, go on discussing to solve the problem, to find a way out. Спасибо. Приглашаем теперь дружную семью наших журналистов, у которых не бывает трещин и разводов никогда, в Тарасовку, на чай, на кофе и даже на открытую тренировку, которая начнется в 17 часов.